Юрий Павлович, сейчас я вспомню кричалку известную, которая была у болельщиков «Локомотива» и всех болельщиков в России. А вы ее завершите, хорошо? Интер, Андерлехт, Реал, Юрий Павлович всех. Но некрасиво говорить, как они. Обыгрывал. Обыграл. Однозначно. Побеждал, ну что ж ты. Я добавлю, побеждал. По факту все. Юрий Павлович, здравствуйте. Привет. Как вы? Вы мне не сказали, что он здесь будет? А вы не сказали, что он будет здесь? Он везде бывает. Да он тренер пришел, видишь как. This is Yuri Somin. He's a very famous and very well respected coach, manager in Russia, and we call him a Russian Sir Alex. Really, thank you. Nice to meet you. He came to watch us, you know, and learn a little bit and Yeah. to observe our process. Yeah. I'm not sure how much we can learn him, but You know, yeah, that's true. That's true. He knows a lot. He was a manager of Lokomotiv Moscow, Russian national team. He's won. He's participated in Champions League himself. So, and he's done a lot for me also. yeah, that's not really nice. Yeah. Small team был. Да, he took me when I was younger, yeah, to a smaller team, and kind of saved my career at one point. So, and, yeah. But he saw your potential. Все увидел он. He says you saw it all. You fulfilled it. You saw it. Все увидел он. Мы просто тренировали. Thank you. Really nice to meet Мы you. болеем за вас. We are rooting for you and very impressed by what you have done. Поедем в спортинг. Никита, а давай освежим в памяти, расскажем Юрию Павловичу, если он не знает, как ты попал в Буду. Я до этого был в клубе втором дивизиона в Норвегии, меня туда не взяли, и не верили же, что я могу быть первым. Потом я приехал в российский клуб, тоже меня не взяли в один. И А какой ты приехал? я приехал в Урал. Вот это да. я что-то, знаешь. И меня, да, тогда не взяли, сказали спасибо, что приехал. И тогда, конечно, это все вот в совокупности. Вот эти все Григорий не отказы. говорит что-то, да? Ну, в общем, в целом, в этой совокупности вот этих отказов, конечно, моя самооценка и уверенность очень сильно потерялась, да, потому что я и до этого, до всего этого еще без клуба, то есть после Израиля практически 8 месяцев был, то есть. И мне позвонил Отто Фридриксон. Это тренер вратарей. Не тренер вратаря, нет, это он играл в «Спартаке» Нальчиком, бывший вратарь, финн, уже мой друг. И сказал, что Буда ищет вратаря, только второго вратаря. И я не знал, ехать мне или нет, потому что я уже так устал от этих отказов, и мне прям очень хотелось играть, знаешь. Но с другой стороны, я понимал, что мне нужно трудоустроиться, если я хочу продолжать футболом. И я помню, мама, Царство Небесное, тоже мне говорит: да едь уже, ты уже везде проездил, то есть последний раз езди, пускай, если не получится, то сердце хотя бы чистое твое. Я вот поехал, тоже, вот как Павлович говорит, погода не очень, темно, занимаемся в манеже, слабое поле, но для меня эти условия вообще, то есть это второстепенный момент. Для меня было главное это просто где-то закрепиться. В команде быть. Да, быть где-то в каком-то коллективе. И да, вот недельный цикл я провел, и они улежали как раз сюда, в Марбелью. И сыграл я матч, причем никто не обещал, что я сыграю. Сыграл 45 минут, отлично отыграл. Все. И то я уже улетал домой после игры, понимал, что по ходу надо заканчивать все. Они тебе не предложили сразу? Они мне сказали: будем ВКонтакте. Ну, как обычно, вот я тебе тоже объяснял, обычно не говорят, то есть да, нет сразу. А если говорят нет уже, вот, то есть заранее решили, то они тебе вообще ничего не говорят, просто знаешь, что подпускают. Вот как со мной это было. А потом через 2 дня я уже дома сижу, как бы новой жизни, и мне позвонил спортивный директор и сказал, что прилетай в Марбель, вот как раз где мы стоим, и мы готовы тебя рассмотреть в качестве второго вратаря. Уже контракт дать? Уже контракт дать, да. Получилось так, что, вот, считайте, вот в эти дни, 7 лет назад, я подписал свой первый контракт с Будо. Вовремя сделанное предложение – половина успеха в любом деле. Никита Хайкин оказался в миллиметрах от того, чтобы завершить карьеру. И тогда мы бы все лишились этой сказки Лиги Чемпионов. Но мы ее наблюдаем в прямом эфире. Будо Глимт вовремя договорился с русским вратарем и подарил очень красивый сюжет этого сезона. Возможно, той же схемой воспользуется еще одна команда. Никита получил норвежский паспорт и готов к предложению от сборной Норвегии, чтобы отправиться летом в США, Канаду и Мексику. Кстати,
2,5 года назад я тоже сделал одно шикарное предложение. И этим летом мы вместе поедем на чемпионат мира. Если рядом с вами есть человек, с которым вы готовы и в радости, и в заботах, и на чемпионат мира, то у меня прекрасные новости. Представляю вам бриллиантовый дом Le Vivion. Это топ-клуб в лиге ювелирных украшений. Бренд работает только с природными бриллиантами. Перед тем, как попасть в украшение, каждый камень проходит строгий отбор и оценивается по высшим мировым стандартам – чистоте, цвету, каратности и по качеству огранки. Если вы планируете сделать предложение руки и сердца, такой уровень уже имеет значение, потому что кольцо должно быть идеальным. Полуночные кольца Le Vivion – это выверенная классика. В их основе чистые линии и минимализм. Такой дизайн будет органично смотреться с любым образом вашей возлюбленной, останется актуальным спустя годы и будет идеально сочетаться с большинством обручальных колец. В Le Vivion есть не только кольца с бесцветными бриллиантами. Тут же можно подобрать, например, вот такие украшения с желтыми бриллиантами. Эти камни встречаются крайне редко. В природе только 1 из 10 тысяч бриллиантов бывает цветным, и лишь 3% соответствуют высоким стандартам бренда. Отдельно хочется отметить сервис. В бутике Le Vivion каждый клиент получает индивидуальное сопровождение как во время покупки украшений, так и после. И немаловажно, бренд дает расширенную гарантию на все украшения на 2 года. А чтобы они сохраняли блеск и совершенство, предлагает комплексную программу бесплатного сервисного обслуживания. Переходите по ссылке в описании, чтобы найти то самое кольцо. Le Vivion – бриллианты вашей особенной истории. Не, ну круто, за 7 лет такой прогресс от того, чтобы не вылететь во второй дивизион в Норвегии, и до того, что вы там в шаге от четвертьфинала. Самый современный тренер, который сейчас есть, по мне. А в чем современность, Сергей Павлович? Во всем. Ты видел, чтобы у них кто-нибудь Я говорю, при атаке кажется, назад не вернулся? Организованность. Вы сказали, Нет, организованность, вообще. Сергей Павлович, ну, по-моему, вот то, что я вот вижу, феноменальная организованность. То есть настолько вот такая команда, где каждый понимает друг друга прям с полуслова, прям просто Конечно. как один механизм вы По играете. всему, да, по всему. Он вбил нас в такую прям дисциплину, и у него очень хороший подход игрокам именно скандинавским. Сколько у вас иностранцев? Сейчас 2. Датчан не считаем или это все равно скандинавы? Да не, это те же самые. Все грузины у нас. Подали? Армяне. Буде Глимт заработал в этой Лиге чемпионов, по-моему, уже сейчас 52 миллиона евро. Это, по-моему, больше, чем ваш бюджет годовой. Как на себе это игроки почувствовали? Ну, естественно, когда все услышали про премиальный за проход против Интера, все экстра мотивированы были пройти его и обсуждали это тоже. Но опять же, конечно, деньги — это хороший мотиватор, но здесь больше, наверное, было про способности сыграть против такого гранда. Все равно это, я считаю, была 2-я лучшая команда мира в том году. Вообще за проход против Интера клубу доставалось 11 миллионов евро. И, если не ошибаюсь, на клуб ушло порядка 20 или 30% от этой суммы, и уже распределяется по сумме сыгранных матчей, по минутам, и одна часть, вторая часть всем одинаково. Ну, то есть, грубо говоря, получается где-то 3-4 миллиона на команду. Ну, где-то так примерно, да. Ну, круто, это неплохо. Ну, наверное, все равно главное было обыграть Интер в любом случае. Ну, мы не жалуемся. А вообще, если говорим про Лигу чемпионов, объясни, что такое для футболиста Лига чемпионов? Это первый сезон Лиги чемпионов. Да, это мой первый сезон Лиги чемпионов, и для нас казалось это прям недостижимой какой-то целью, но потому что мы уже пробовали несколько раз, и все разы неудачно. И мне кажется, нам не хватало, знаешь, этого опыта, где-то сыгранности, где-то немножко даже целеустремленности попасть туда, знаешь. Даже в том году, мне показалось, когда мы попали в Лигу Европы, лично я был очень расстроен, да, но когда был объявлен календарь игр против тех соперников, которым будем играть, там был Манчестер Юнайтед, да, и вот я увидел, что ребята не особо-то и расстроились, да, то есть, а мне все равно было очень досадно. И мне кажется, нам этого не хватало. И вот именно с этим опытом в Лиге чемпионов в этом сезоне мы поняли, какая колоссальная разница между турнирами. И я надеюсь, что в будущем мы запомним вот это именно ощущение. А в чем эта разница? Разница в уровне команд, индивидуального мастерства, в уровне организации, подхода, да, и вообще... А что такое организация? Все говорят, в уровне организации. Это
турнир, как организован, Да. или что? Да, именно, то есть на Будё прилетает команда, прилетает, да, и устраивает именно, как будет выглядеть стадион, баннеры, то есть внутри VIP-зона, то есть это очень большой процесс работы они выполняют. И вы это чувствуете, футболисты? Да, мы чувствуем, конечно. Но, опять же, на это особо не обращаешь внимания, но чувствуют наши партнеры, друзья, которые приезжают, да, все равно. То есть даже тот же гимн, когда, мне кажется, и больше болельщики его ощущают, чем ты. Потому что, допустим, практически все матчи, на которых мы играли, его свистели. Это мне не удалось даже услышать его. Вот один раз против Интера было реально классно, было достаточно громко, да, и в самом конце, вот это Champions League, весь стадион запел. И тогда, знаешь, у меня прям мурашки по коже, и я такой, вау, это и есть оно. А почему свистели? Ну, я думаю, это у них какие-то персональные недопонимания с FIFA, с УЕФА, да, ну и с FIFA, возможно, тоже. Поэтому я, наверное, почувствовал к игре третьей против Галатасарая в Стамбуле, да, то есть когда начали свистеть, знаешь, что тут накал. Я там был недавно. Да, я то есть был там, в шоке. Да, еще у меня, знаешь, я приболел за день до игры, и у меня это передалось все на уши, и я думаю, ё-моё, как больно, то есть реально, то есть так совпало. Хотел уши затыкать, у нас даже тренер беруши одел. Не знаю, используют они громкоговорители или нет, потому что, ну, архи громко было. Ну, ты почувствовал это сам. Я был на Ювентусе, Галатасарай Ювентус, и я, знаешь, мне было главное, я был в шоке от того, что они смотрели матч стоя, все свистели, потом наступил перерыв, они все присели на кресло, и второй тайм, вот как только стартовый свисток, они снова все встали. То есть все наоборот было. Да. И снова стали свистеть. Я вообще не понял, но это Галатасарай, да, это турки. Мне очень нравится история Никиты Хайкина. Наверное, у нас его пример оценят только со временем. Но это русский футболист, у которого никак не запускалась большая карьера, который искал себя во всех уголках Европы и который планировал закончить футболом в 24 года. Несмотря ни на что, у него получилось. Он один из лучших игроков этой Лиги Чемпионов, а его клуб – самый очаровательный проект сезона. Зная теперь Никиту лично, мне кажется, он искал именно такую команду. Его Будеглимт ценит процесс и красивый командный футбол больше результата. Это вдохновляющая история о преданности делу. Прямо сейчас буду готовиться к ответному матчу со Спортингом в Марбее. Чтобы мы могли вам показать уникальный момент, нам очень сильно помогли наши друзья из Винлайн. И они очень хотят рассказать вам о новой программе лояльности. Теперь можно получать еще больше бонусов благодаря своей активности во вселенной Винлайн. Программа состоит из двух частей. Первая – это бонус-клуб с еженедельными вознаграждениями и доступом к мини-игре, в которой можно выиграть до 90 тысяч. Вторая часть – VIP-клуб. В нем можно получать кэшбэк, причем на максимальном уровне достигает 100%. Чтобы участвовать в программе, достаточно быть зарегистрированным и играть. Все награды начисляются автоматически, а обновление вашего счета происходит каждую неделю. Новая программа лояльности от Винлайн перевернула игру. Для тебя самый большой кэшбэк на весь спорт и кибер. Просто забирай каждую неделю. Винлайн делает разницу. Какую победу праздновали шумнее всего? Я знаю, что норвежцы довольно такой народ спокойный. Мы были у тебя в Буде полтора года назад, и ты говоришь, что все довольно спокойно. Но, наверное, когда обыгрываете Сити или Интер, наверное, как-то празднуют норвежцы, нет? Не, безусловно, празднуют. Они еще как празднуют, если есть время и место для этого. Но давай вот так расставим. Когда мы обыграли Сити, было прям, мне кажется, даже недопонимание, кого мы обыграли только что, потому что это было настолько уверенно и настолько заслуженно, то, что мы после в раздевалке потом разговаривали, думали, мы вообще отдаем себе отчет, что мы обыграли лучшую команду, там, возможно, 21 века, да, то есть. Потом я поставил бы, наверное, Атлетико Мадрид, потому что не только мы их обыграли, но мы прошли дальше, то есть весь кайф происходящего ощущался после игры, когда все стали задавать вопрос, мы прошли или нет, и потом мы проходим дальше, и тогда, конечно, просто нереальный ажиотаж, все радуются, что мы натворили, то есть это был такой шок. И, наверное, Интер, да, то есть это уже другое празднование, потому что нам даже тренер сказал, что вы заслужили, идите, гуляйте, то есть потому что, чтобы ты понимал, мы командно очень редко куда ходим, то есть вот так все вместе собраться и пойти куда-то в ресторан, бар, там, что очень загружено. А в этот раз даже тренер, то есть Щетель сказал, что я даю вам зеленый свет, идите, наслаждайтесь, вы этого заслужили.
И что вы сделали? Ну, история умалчивает. Но я еще симпатизирую тренеру этому. Я вообще, честно говоря, удивлен, что он так долго в этой команде, и что его никто не заберет. У нас много команд, которые привозили тренеров в России. Да. Но это топ-тренер. Другое дело, можно было попробовать, что он не пойдет. Может, и пошел. Если бы его пригласили в Россию пару лет назад, вы бы это одобрили? Ну, конечно. Ну, как нельзя было одобрить, когда его работа говорит о себе? Во-первых, ты посмотри, он великолепно, даже вот со слов Никиты, создает коллектив, команду, взаимоотношения внутри. Вот сейчас по тренировкам, которые мы смотрим с тобой, они очень уважительны друг к другу. Но и когда на матч выходят, они звери. Да, это правда. Они звери. Второе, чтобы подготовить к одному или другому матчу, особенно на последнем этапе, это нужна тоже большая работа. Игорь Павлович, откуда у вас такая любовь к Лиге Чемпионов? Я просто расскажу небольшую историю. Не было еще за последние годы сезона, чтобы мы где-то с вами не пересеклись на Лиге Чемпионов. Я даже скажу... Но я еще пораньше тебя ездил. Это понятно, Игорь Павлович. Я просто... Мой первый финал Лиги Чемпионов, который был у меня зарубежно, не московский финал, был в Мадриде в 2010 году. У меня были вот такие глаза, вот такие. Я впервые попал на футбол, на Лигу Чемпионов. И я захожу в Мадриде в отель «Вестин». А это был отель, где жили все чиновники УЕФА, такие все, такой самый важный отель. Я захожу. Я помню прекрасно это время. Да, вы помните. Я захожу, там мне даже билет передать. Я захожу и думаю, дай-ка я обнаглею и зайду еще в лобби, да, где сидят. И я вижу все президенты федерации, там какие-то легенды футбола. И вы тоже, вы были в компании с Виталием Мутко. Я помню, сидели и, соответственно, готовились к финалу. И это настолько для меня в память врезалось, что вы для меня с финалом Лиги Чемпионов ассоциируетесь. Всегда. Ну, ты понимаешь, что финал Лиги Чемпионов это как бы подытоживает год футбольный. Да. Это как Новый год. Вот сегодня праздник, победитель есть, а завтра путь, кто куда должен идти. Да. И кто-то один путь выбирает, много команд же играло, кто-то другой, кто-то путь победителя. Но это самое важное. И матчи плохие. Ты помнишь хотя бы один матч, чтобы финал, и ты получил неудовольствие? Я не помню. Я не помню. Реал слабо. Миланский финал, помните? 1-1, да. 1-1. Но можем по самоотдаче оценить этот матч. Тоже сказать, что он был выдающийся. Ну, я немножко раньше, я 2000-х. Какой был ваш первый финал? Первый финал, какой вы посетили? Наверное, в 98-м в Италии. Не, он был в Амстердаме в 98 году. Подожди, а в Италии В Риме. В Риме, да. 96-й. Вот. Юве Аякс. Да, Когда Ювентус выиграл. Правильно. Последний раз. Потом проиграл 5. Правильно. Вы после этого римского финала каждый год посещали или где-то пропускали? Мне кажется, один я какой-то пропустил, вот не помню какой, а вот так все. То есть вы 30 лет подряд на финал Лиги Чемпионов ездите? Я езжу 30 лет подряд. И иной раз были хорошие билеты, иной раз не очень. Но не хочется от футбола уходить. Это раз у меня интерес какой-то. Я иду на стадион, я вижу этих людей, я вижу болельщиков, я вижу этот такой ажиотаж, весь город, это какой-то большой праздник. Поэтому я его езжу, я хочу этот праздник для себя иметь, для души. Я все-таки большую часть провел, и достаточно много этих международных матчей было, но мне хочется опять окунуться сюда и посмотреть. Хочется что-то увидеть, вот то, что ты не сделал когда-то, что-то новое увидеть, что происходит в футболе. А ведь финал – это итог года.
Наверное, это... Все города я видел, я их знаю. А футбол каждый раз разный. Города знаю, я еду не из-за того, что смотреть город, но это тоже неплохо. Сходить в какой-то ресторан с кем-то и так далее. Но основное, что происходит в футболе. Год прошел, что происходит? Хорошо, но вы сейчас планируете в Лиссабон на Спортинг Будда, на следующий день в Барсу на Бристол Ньюкасл. Это не просто, я имею в виду, даже по Я тебе путешествию. объясню, почему сейчас. Во-первых, у меня за Ньюкасл внук болеет, Павел. Почему он болеет за Ньюкасл, я вообще не могу понять. Так, Паш, мы тебя представляем широкой аудитории. Это внук Юрия Павловича. Ты болельщик Ньюкасла. Да. Как так получилось? Ну, вот мы смотрели матч один раз с папой, и нам понравилось, как они играют. И мы стали за них болеть. Уже 3 года болею. За Ньюкасл? Да. Ну, это... А где, вы здесь смотрели их на сборах, что ли? Нет, на телевизоре. А, по телевизору, я думал, здесь на сборах. Ньюкасл, по-моему, сюда ездил Нет. на сборы. Нет? Он в Австрии ездит. А В как, Австрии? а как тебе Ньюкасл? Вот, окей, матч посмотрел, но а в чем тебе так Ньюкасл нравится? Ну, вроде это не Ливерпуль, не Юнайтед, не Реал, не ПСЖ, не модно пока. Ну, мне нравится болеть за не самые сильные команды, которые не всегда претендуют за какие-то титулы. А за кого еще болеешь, кроме Ньюкасла? За Боду Глимт. Восхищаюсь вашей энергией и вашей любовью к жизни. Как вы любите жизнь. Это круто. Это вообще для меня вот такой пример, как правильно любить жизнь. Ну что, это плохо, что ли? Это отлично, я радуюсь. Я радуюсь, я наоборот говорю, что это Вот, супер. ну, а как же? А как же? Ты посмотри, они какие быстрые. Ты посмотри, они с каким удовольствием работают. Они не уставшие, они как Легкие, раз сейчас легкие, они легкие. Простое упражнение, и наши делают это упражнение, и все. Таких в каждой команде этот квадрат играют. Ну, вот, такой азарт, как мальчишки, знаешь как. Да. Первый раз увидели мяч. Оп! Одно только беспокоило, наиграны мы ли до конца, потому что все равно Сити прям в самом разгаре, а у нас как бы был перерыв. И я считаю, что вот этот свежак, который мы получили трехнедельный, и потом классный отрезок двухнедельный сбор тут, он дал о себе знать. А в чем секрет-то? Что вышли 2 числа, готовые, и что вы так успешно играете в Лиге Чемпионов в 2026 году? Я думаю, что в первую очередь мы отдохнули психологически, потому что, опять же, для нас ноябрь-декабрь — это конец сезона, то есть уже подустали, и психологически в первую очередь, физически в вторую очередь, потому что скопилось такое очень большое количество игр за сезон. И, наверное, мы не были слишком... У нас не было тревоги играть против Сити, знаешь, или против Атлетико. Наоборот, это был какой-то интерес. Вау, играть против лучших. Давай попробуем, как это вообще. И мы не воспринимали их как, знаешь, там, суперзвезды. То есть, знаешь, тоже Эрлинг там, или Донарума, я не знаю, там, Бернандо Сильва, Фил Фоуден. То есть простые игроки. Вот, просто нас били в тот план, который нам был. Нужно было его реализовать в игре, и мы его сделали. Вот и все. Ну а в чем план-то? В организованности? Именно организованности, играть компактно против Сити, пытаться закрыть центр, постараться атаковать их, ловить их на контратаках. Оборонялись мы, если не ошибаюсь, 4-4-2. И больше тебе скажу, там, за неделю или за несколько дней у них было дерби с Юнайтедом, мы смотрели его все вместе, и Юнайтед их поймал на контратаке в такой же схеме, как раз Керрика назначили. Это дало еще больше мотивации, знаешь, попробовать это еще раз. Типа, если у них получилось, то у нас на нашем поле это должно получиться. Ты классно все это рассказываешь, и мне кажется, пример Будды и твой, он показывает, что иногда какие-то сложные вещи, да, они доступны. Ну, то есть, ну вот кажется, Будда Глимт, ты говоришь, что вот компактно играть, контратаки, и мы обыграем Манчестер Сити. То же самое Интер обыграли, Атлетику. И то же самое конкретно ты. В 2019 году думал закончить карьеру, а сейчас я там, один из лучших вратарей турнира Лиги Чемпионов. Но это вроде как бы кажется, что... И ты говоришь простые вещи, работать каждый день, и как будто с каждой секундой ты понимаешь, что это доступно. И у меня какой-то получается в голове просто полный диссонанс. То есть где-то здесь это достижение, но при этом путь кажется, ну, довольно, еще раз, доступным. Смотри, Или я не понимаю. Возможно, ты не понимаешь. Мне кажется, это 7-летний процесс прогресса.
То есть если посмотреть на всю историю Будеглимт, от чего, как мы шли, то есть второе место в 2019 году, первый чемпионат в 2020 году, конференц-лига, четвертьфинал в 2021 году, какие-то неудачи, второе место, второй чемпионат, Лига Европы первый раз, да, то есть потом Лига Европы полуфинал в том году, да, то есть это все цепочка прогресса. И когда ты подходишь к определенному уровню, да, то есть здесь у нас Лига чемпионов, да, к которой мы очень долго шли, и опять же я тебе говорю, что мы промахивались несколько раз, ты прогрессируешь еще в 2 раза больше и в 2 раза быстрее. И то, что ты вот накопил за эти 7 лет, туда входит очень много вещей. Твой ДНК командный, психология, культура команды, да, то есть тренер. То есть наш тренер тоже не менялся. Это очень редко. Но состав менялся? Состав менялся, но ДНК и тактика оставалась. То есть, наоборот, даже, я бы сказал, она еще лучше становилась. То есть они... Если даже посмотреть на наш футбол, то, как мы играли там еще 2 сезона назад и сейчас, это 2 разные команды чуть-чуть, знаешь. То есть, как мы прессингуем, как мы выходим из обороны в атаку, что мы не боимся теперь играть в длинный мяч, где-то есть подбор. То есть, раньше нам казалось, что если мы играем в длинный мяч и мы теряем подбор, то это табу. То, знаешь, что так нельзя играть, да. А сейчас наоборот, это... В футболе очень все быстро поменялось. Ну, давай Никита попробуем. Хайкин, понятно. Надежный, спокойный. Что про меня сказать? Я 7 лет выступаю в этой команде, я знаю свои функции, я знаю, что у меня есть какой-то определенный карт-бланш от тренера, да, особенно с игры от ворот и называемого билдапа. Должна быть хорошая коммуникация, и опять же, я знаю ребят очень хорошо, и это очень важно в том числе. И твой минус? Мой минус... Или минусы? В этом сезоне, наверное, я мог бы лучше играть левой ногой, слишком много выбираю под правую, если уже прям так детально разбирать. Качество передач чуть-чуть может быть лучше, особенно длинных. Уравновешенность в каких-то ситуациях, да, потому что я тоже злюсь на игроков. Помнишь, ты нам говорил, что раньше ты не понимал норвежцев, что ты после, там, условно, неудачного матча приходил в раздевалку и кричал. Сейчас по-другому? Сейчас как норвежец уже? Ну, чуть лучше, но все равно иногда есть ситуации, где я или там другой партнер в команде может сказать что-то или более эмоционально. Мы об этом много разговариваем, кстати, как доносить информацию друг для друга в той или иной степени, если она даже эмоциональная или там против каких-то провалов. Но да, им не нравится это, и я это пытаюсь учитывать. Потому что им же, ну, если на них это плохо влияет, то мне незачем их пугать тем самым. Игорь Павлович, вы знаете, что Никита знает норвежский язык? Ну, во-первых, я читал, а во-вторых, слушай, он же уже 7 лет там. А хотите услышать норвежский от Никиты? Да, мне интересно. Никита, можешь сказать на норвежском «Лига чемпионов, я тебя люблю»? Champions League, я эльский, да? Я Эскельда. Я эльский, да? Я это не повторю. Еще можно сказать «я глад», да. То есть здесь уже 2 варианта. А тебя понимают ребята? Вот честно, когда мы были в Норвегии, некоторое чувствовалось, ну, не то что напряжение, а вот такое, ты был сосредоточен очень и как бы, ну, не позволял себе так на лице какие-то такую свободу, да, улыбки и так далее. Сейчас прям ты улыбаешься. Ты как будто бы так, ну, кайфуешь от своего состояния, ну, и от матча Лиги Чемпионов, видимо. Ну, так оно и есть, и, слушай, нужно наслаждаться, и, опять же, мы сидим с тобой в Испании, здесь потрясающая погода, с нами был Юрий Павлович, мы в 1/8 Лиги Чемпионов, ну, то есть, как я могу не улыбаться, это я шел к этому, считай, всю свою жизнь, столько сил и энергии было потрачено, поэтому, я надеюсь, мы сможем еще больше. Вернусь к матчам, в том числе игра с Сити, которая, мне кажется, была переломная, да, для вас, мне кажется. Ты там заставил удалиться Родри, да, он там повлиял на это своими хитрыми действиями. То есть ты его прочитал просто. Да. Как это было? Давай вспомним. Он начал кипеть очень сильно. И вообще они начали, я заметил, что они начали кричать друг на друга. На угловых, при любых сценариях у них не было недоумения, да, и недопонимания между собой, как взломать нас. И когда они забили, я удивился, что никто не побежал за мячом. Вообще никто не побежал за мячом. И я его спокойно беру, окей, но если никто не бежит, то пожалуйста. И потом прибегает Родри, я ему не даю его, я просто выкидываю в другое место, знаешь. Ну, то есть, и он уже кипел, знаешь, то есть по нему уже видно, что он на взводе. И потом серия двойных заслуженных карточек, и все, и вне поля. Так. Это было случайно с твоей стороны?
значит, случайно. Не, ну то есть как бы... Я не рассчитывал на красную карточку, но я всегда так делаю, если я вижу, что, допустим, либо время потянуть, либо разозлить соперника. Но это такой ход, то есть здесь нету ничего персонального, просто футбол. Кто из соперников всех этих звездных команд тебя больше всего впечатлил? Наверное, это был Райан Черки. Правильно я произношу фамилию? Да, мне кажется, что у него очень большой потенциал, потому что каждый раз, когда у него был мяч под ногой, я не понимал, что он будет с ним делать. То, что он бьет и слева, и справа, очень быстрый дриблинг, прям очень быстрый. И креативность тоже. Мне кажется, он единственный, кто созидал что-то в Сити. Именно в нашей игре. Против Атлетика правый защитник Лоренте. Очень сильный игрок, большой объем работы. Из Интера я знаю точно, что это был Мартинес. Лаутаро. Да, Лаутаро, да. Потому что по нему не скажешь, но он очень мощный. И, наверное, увидел это с Ди Марко. Классные подачи и левый защитник, но он у них играл. То есть, У него все хорошо, кроме финала Лиги Чемпионов в Мюнхене. Ну да. Там он, конечно, такое натворил, что... Да, наверное. Да, ну Сашу я бы тоже отметил, конечно. Вот сразу бросается в глаза. Головина. Да. Когда мы играли с Монако, то есть я тоже в моменте себя поймал, если они уберут его сейчас из команды, то это вообще, ну это не то. То есть он прям выделяется на уровень Лиги Чемпионов, да? Да, но он не терял мяч, он очень хорошо читал игру, кому отдать, как отдать, знаешь, ну то есть к нему нельзя было подобраться. Спорил с судьями, правда, много. Но да, он топ игрок. И, наверное, давай не будем трогать Тоттенхэм, потому что у них сейчас тяжелое время. Не будем. Давай не будем. Игорь Павлович, небольшой секрет раскрою. Как только я произнес вашу фамилию Никите, когда мы планировали съемки, Никита как будто бы, растаял. Он сказал, если Палыч, то давайте обязательно. Я просто увидел, как это у Никиты к вам, потрясающее отношение, и, прям видно, он вас прям очень сильно уважает. Это такая была отмычка, Никит, скажем откровенно. Откуда у вас такие отношения? Когда они зародились? Ну, наверное, началось еще с малых лет. Нам повезло, что мои родители знают Юрия Павловича, и Юрий Павлович уже греха не дам стоить, спас мою карьеру в один момент, да, и взял меня в свою команду. И мне кажется, это такое взаимное уважение. И я считаю, что таким людям, как Юрий Павлович, я знаю, что он сейчас здесь, нужно еще живым ставить памятник по мне. Потому что это большая культ-личность футбольная. И то, что он сделал для российского футбола, для Локомотива, для вообще развития российского футбола, это дорогого стоит. И, конечно, когда сказал, что Юрий Павлович будет, не только с тобой снимать ничего. Нет, я его вот такого знал, Никит, потому что мы дружили, и я знаю хорошо папу. Мамы нет, царствие небесное, красивые женщины, необыкновенные. Вот. А Никита, он рос все время. Если говорить, кто его карьеру, он сам свою сделал карьеру. Почему? Он такие моменты прошел, другой бы взял, уже и бросил. Когда-то он поехал в Мордовию, был молодой совсем, но не удалось, чтобы он в основном составе сыграл, потому что вроде как я боялся, честно говоря. Вратарь там был основной, он хороший был. А знаешь, как в Мордовии надо было не вылететь, а потом мы вдруг вообще поднялись высоко. Но Никита работал, он был с нами. Целый год ты был? Да, полгода. Сам факт, после Мордовии он нашел свой путь. Это сильный парень. Слушай, ты смотри, вот ты приходишь в эту команду, эта команда где-то внизу. Да. И ты идешь в восхождение, это такое удовольствие, такой кайф. Восхождение вместе с командой, это твоя часть, твоя заслуга большая. Большая заслуга. Ты выигрываешь чемпионство, ты выигрываешь в Лиге чемпионов, куда вы забрались уже
Да, согласен. Я думаю, что в 19-м, когда вот я там был вторым вратарем, мы закончили на втором месте, тогда это уже ощущалось, знаешь, какой-то космос. То есть это уже недосягаемо, и все всегда спрашивали, а сможем ли мы повторить? Потом в следующий год мы выиграем первый раз чемпионат, опять все думают, а сможем ли мы повторить? Второй раз, потом Лига конференции четвертьфинал, потом третий, четвертый выигрываем, Лига Европы в том году полуфинал. Уже, знаешь, думали, что недостижимо. То есть, последнее, что мы можем сделать, это дойти до Лиги чемпионов. И мы до него дошли. И пошли дальше, да, понимаешь, то есть, и получается, мы постоянно поднимаем эту планку, и непонятно когда, то есть, до какой степени мы дойдем, и где эта сама планка, да, то есть... Не, вы правильно идете, знаешь как, от игры к игре. От игры к игре вы лучше и лучше играете, у вас больше и больше азарта становится, вы лучше все становитесь. Смотри, что они делают, вот этот маленький. Да. Ну, Хороший, Юрий Павлович? хорош, просто. Скажи, а если вы разъедетесь, тренер, игроки, вы будете так же успешны в других командах? Игрока можно заменить. То есть, если я уеду, допустим, они могут купить нового вратаря. Здесь вопрос денег, сколько они готовы заплатить. Да? Также с любой другой позиции нет незаменимых. Но на мое личное мнение, объективно, будет архитяжело заменить тренера. То есть, мне кажется, это будет самый большой тест, если он уйдет для клуба или организации. То есть главный актив Будо Глимт — это тренер? Я считаю, что он — это foundation такой всей команды, всей организации. На нем построен этот дом. Скажи, правда, что вас в Норвегии называют пластиковый клуб? Ну, в Норвегии нас точно так не называют, потому что многие играют на искусственном покрытии. Но в Европе, да, говорят такие вещи. Не, ну просто пластик еще, потому что вас никто еще не знал 10 лет назад. За вас никто не болел толком. Ну, завидуют. Завидуют? Завидуют. Что можешь сказать? Сейчас про термин скажу, зачитаю прям. Воррес моте. Это правда, что важная часть философии Будо Глимт? Во-первых, можешь нам перевести, что это значит? Если не ошибаюсь, это our way, типа как мы играем. То есть мы, опять же, не кардинально, я думаю, не меняем наш стиль игры под соперника. Даже больше скажу, против первой игры против Спортинга было не так много теории именно про Спортинг. То есть потому что мы не хотели фокусировать слишком много внимания на них, больше что мы будем делать против такой команды, как она. Ты говорил про тренера, но я хочу еще одну фигуру обсудить. Это Бьорн Мансверк. Это бывший военный летчик, пилот. Теперь он психолог клуба. В чем его функция? Говорят, что он один из творцов этого чуда, вашего чуда Будо Глимт. Ну, чуть-чуть раздули, наверное, всю историю. Безусловно, Бьорн работает уже очень долго в клубе, и он помогает игрокам справиться с теми или иными проблемами психологическими, которые у них могут возникнуть. И в том же степени он выступает как такой цепь между командой, именно раздевалкой, и тренерским штабом, да, то есть если у нас есть какие-то недопонимания с ними, или у них есть какие-то сообщения к нам, которые легче озвучить через него, то мы это делаем. Он коммуникатор такой. Можно сказать и так, то есть мы часто собираемся группами, у нас несколько капитанов, у каждого капитана своя группа, 4-5 человек, и обсуждаем, что мы можем сделать лучше, или есть у нас какие-то темы для разговора, которые мы хотели поднять и озвучить тренерскому штабу или вообще, в общем, в целом в клубу или друг другу. И, да, потом складывается какая-то общая тема или общие темы, где темы из других капитанских команд соприкасаются, и мы их доносим, то есть, друг другу. Вот он преподнес эту историю, и был один год, когда мы медитировали все команды. Это как? Ну, встречались до завтрака всей командой, и тренера, и медитировали, по-моему, 2 раза в неделю, раз или 2 недели, там в зависимости было от У тебя получалось? игры. Ну, я и так это практиковал. Ты практикуешь? Да, но просто было странно, когда еще я рядом с кем-то, да, то есть я обычно дома это делаю, а сейчас перед со мной там еще ребята, то есть и тренерский штаб. Как ты делаешь? Это мой личный интерес, потому что я один раз пытался, не получилось. Это, ну, ты не можешь сказать, что у тебя не получилось после первого раза. У многих не получается после первого раза. Это такая история, где ты должен доверять процессу самому. Ну, здесь нет каких-то там сверхъестественных, там, ты не полетишь, не отодвинешься там с земли и не улетишь там никуда, то есть в Тибет. Но я не смог как бы сконцентрироваться, да? Отличить своих мыслей, которые в Да, в голове этом были. и заключается вся история медитации, чтобы ты мог отвлечься от них, сконцентрироваться на здесь и сейчас. Но это приходит с опытом. Ну, то есть, а вы спокойно собирались до
завтрак и всей командой медитировали. Ну да, там Как уже- это выглядит? То есть вы собираетесь там на базе, да? Или как это? Ну да, то есть там, где у нас теорию проводим, Ага. в общем, мы там собирались, все в стуле, вот так вокруг. Приходил специальный человек, который да, заряжал, скажем так, на медитацию 10-15 минут. Она была разная, да, то есть там могли лежа, там могли сидя, но там через год уже все подустали немножко. И отменили. Не отменили, да. Ну, если кто-то хочет, то может продолжать дальше. Правда, что Бьорн учит вас не зацикливаться на результате? Но это не только он учит, это и тренер, в общем, и в целом, да, то есть, опять же... Ну, а как это можно, Никита? Ну, я просто понимаю, вы футболисты, вы играете чемпионат, как можно Лигу чемпионов, как можно не думать о результате? Я просто не понимаю. Да я согласен с тобой, это очень тяжело, и для меня это было и казалось каким-то просто странным, странной идеей, в которой нужно верить, да, то есть у меня всегда была цель победить, да, но это приходит, наверное, опять же, с опытом и с... То есть, давайте я скажу так, очень часто, когда я разговаривал с тренером по поводу игры, которую мы, допустим, сыграли в ничью, он часто говорил, да, сыграли не очень, но выступили хорошо или выступили отлично, ну не повезло, знаешь. Вот у них постоянно выступления, они всегда постоянно говорят про выступления. Настолько зациклились на этом, то, что это стало ДНК клуба. Результат важен. Здесь нету, то есть здесь мы играем, чтобы победить, безусловно. Но чтобы прийти к этой победе у нас, мы непосредственно фокусируемся на выступлении. Что мы делаем в том или ином матче, в той или иной ситуации, да, на 100%. Вот и все. Я тебя процитирую. «Всегда думаю о следующей ситуации во время игры. Неважно, пропустил или отбил мяч. Всегда важно, чтобы я на 100% сфокусировался на том, что будет сейчас». Вот смотри, у меня проблема. Я не могу провести 5 минут без телефона. Но я сейчас не шучу, я реально говорю. Но это большая проблема не только у тебя. У меня, если я 5 минут без телефона, я чувствую, что-то может случиться, я не на связи, что-то может произойти, у меня начинается просто паника в голове. Как мне на этом не фокусироваться? Точнее, фокусироваться на чем-то другом. Ты, наверное, из тех, кто тоже при первой же возможности с утра берет телефон в руки. Ну, к сожалению. Да, ну все так делают, даже у меня, и я так тоже делаю, да, то есть это на самом деле не очень хорошо, но это уже неотъемлемая часть нашей жизни, но, наверное... Я хочу, представь, тайм, ну, желательно матч, посмотреть вообще без телефона. Как мне это сделать? Тяжело. Я тебе больше говорю, я сейчас был на медовом месяце с женой, я ей пообещал, что я телефон не буду брать в руки вот эти 2 недели, когда мы там, то есть буду как можно вот чаще оставлять его в номере, и в итоге я уже 3,5 месяца не читаю новости. Просто не читаю их. То есть раньше я там в соцсети заходил, читал постоянно, мне нравилось читать. А сейчас я понял, насколько сильно на меня это влияло, знаешь. То есть, Как ты от этого избавился? переборол себя, знаешь, то есть реально переборол. То есть, во-первых, я понял, что один документ, любая новость, особенно если она важная, да, то есть если она там очень масштабная, она до тебя дойдет в любом случае. Есть у тебя телефон, нет телефона, да, то есть через другого человека, или ты увидишь это где-то, да, то есть, поэтому да. Если говорить, что тебе может помочь именно сфокусироваться на здесь сейчас, то начни с маленького, просто начинай его откладывать. Просто начинаю откладывать и думать вот здесь и сейчас. Вот сейчас я смотрю футбол. Почему я его смотрю? То есть из-за чего я его смотрю? Потому что мне нравится футбол. Ну да. Почему мне не нравится? Потому что они классно играют, а мне нравится вот этот игрок. И ты вот как начинаешь выставлять эту цепочку, почему тебе не нужно сейчас в той или иной степени... И телефон не тянуться. И телефон не тянуться. Вот я сейчас так говорю, у меня жена, наверное, смеется, потому что я то же самое делаю. Знаешь, но я тебя учу. Я сейчас предлагаю, я буду задавать вопросы, а вы по очереди отвечаете. Никита, начнем с тебя. Лучшая песня всех времен. Наверное, пускай будет Майкл Джексон. Майкл Джексон. Да, любая песня. любая Майкла песня Джексона. Майкла Джексона. Юрий Павлович, у вас? А мне очень нравилась всегда песня «День Победы», которую пел Лещенко. И всегда перед матчем, который самый важный, мы в раздевалке ее заводили. И это, знаешь, она нравилась даже иностранцам. Они не понимали слов, но песне это нравилось. Отлично. Джексон и Лещенко. Никит, лучший способ открыть пиво, когда нет открывашки? Я думаю, либо попросить друга его открыть, который умеет это делать, либо... Я, честно, вот постоянно сталкиваюсь с этим проблемой, не только с пивом. Больше там с кока-колой, с такими напитками газированными. Плохая привычка, но я об стол обычно делаю, если это плохая привычка. Поэтому лучше найти кого-то, кто умеет. Либо к соседу.
Юрий Павлович, ваш способ. Ну как, Зажигалка. берешь, открываешь. Ваше главное оружие. Голова. Голова. Ваш, Юрий Павлович. Психология. Никит, лучший футбольный матч в истории. Милан-Ливерпуль, когда... 3-3. Да, 3-3 по пенальти. Тогда Шевченко промазал, да, по-моему? Да. Да, или вратарь спас. Вратарь спас. Юрий Павлович, ваш лучший матч. Мне тоже очень понравился этот матч. Этот же? Это понравился. Но и выдающийся последний матч был, это ПСЖ Интер. Такого преимущества в финале я никогда не видел. Это вообще Это был, да. был, да, разгром. Такого Да. преимущества я не видел. Как вы относитесь к маникюру и педикюру? Ну, я очень спокойно, я сам его себе делаю. Я нормально отношусь, знаешь, особенно педикюр, но ноги у игрока, игрок должен следить. И я как-то об этом даже игрокам говорил. Вы должны делать педикюр, Да, у нас записывают даже иногда ребятам, потому что там, да, если посмотреть на некоторые пальцы, там можно с ума сойти. Ну, конечно. Поэтому мне повезло. Ты выйдешь от этого мастера, и ноги легкие становятся. Я читал, что в Барселоне это была обязательная часть подготовки. Иньеста рассказал, что педикюр был обязательным для игроков Барселоны. Твой кумир детства? Сергей Овчинников, потому что играл у Юрия Павловича, это, наверное, был первый мой такой вратарь, которому я импонировал очень сильно, да, и пытался быть похожим на него. Босс, да. Поэтому для меня это был, наверное, первый в российском футболе такой человек, которому я очень сильно подражал. А если говорить про интернациональный европейский, это был Петр Чех и Дидье Дрогба, потому что мне очень тоже нравилось играть в поле. Я прям очень кайфовал от дриблинга. Нападающим? Нападающим, да. Нападающим. Сейчас-то я понял, что я уже никакой был нападающий, да. То есть если сейчас играть в поле, то, наверное, более в защитную какую-то линию. Ну, он как раз много от Овчинникова, мне кажется, взял. Он характер такой же мощный. Простой. Что значит простой? Когда не надо падать, он не падает. Такой же он есть. Не для, знаешь, не для зрителей, но очень, знаешь, надежный. А Юрий Павлович, ваш кумир в детстве? Я всегда кумир, наверное, все-таки сам футбол. А лучший вратарь в истории, Юрий Павлович? Ну, я играл с Львом Ивановичем Яшиным. Конечно, он. Не, ну если после таких имен я не могу назвать кого-либо другого. Исторически, лично, да, даже его в честь назван трофей для вратарей, да. А он, вот про него маленький эпизод. Я правого халбека играл. И знаешь, так, зазеваешься мяч, а игрок, с которым ты контролируешь, он тебе за спиной. И Лев Иванович всегда подсказывал, особенно перед штрафной, за спиной, возьми своего. Он видел все поле вот так наизусть, так же каждому игроку. На кого похож Юрий Павлович? Я думаю, какой-нибудь легендарный там актер, может, Роберт Де Ниро, там, я не знаю. Ты даешь сейчас. Мик Джаггер, нет? Это сильно, да, вот я про это не подумал. Мик Джаггер, пускай будет, да, это правда. Юрий Павлович, на кого похож Никита? На американских, знаешь, актеров, такие вот сейчас, которые новые есть, новое поколение. Вопрос обоим. Как вы изменились за 11 лет со времен Мордовии? Давайте я начну. Ну, наверное, стал более опытный, стал более даже целеустремленный, мотивированный, повзрослел, женился. А со стороны Юрий Павлович изменился? Я ему сказал еще до интервью, что фантастические гены. Выглядит великолепно для его возраста, стиль великолепный, то есть так еще очень редко встречаешь таких людей, и я думаю, нет, я думаю, абсолютно тот же человек. Я менее азартным стал. Да? Был более азартный, да. Я бы не сказал, Юрий Павлович, вы с таким азартом. Но мы сейчас рассуждаем про Будапешт. стал более опытным. А Никита как изменился, Юрий Павлович? Никита, знаешь, как это уже глыба. Знаешь, как есть человек, вот ты рядом с ним постоишь, уже это суперуверенный человек в себе. Он знает хорошо свою профессию, он знает, что сказать, знает
по жизни все, я думаю. Потому что у него тяжелый был путь, непростой в спорте. Никит, давай снова поговорим о твоей мотивации, потому что я сегодня сказал об этом с Юрием Павловичем, и мне кажется, вообще важная мысль. Ты для меня еще пример парня, который, несмотря на довольно спокойный образ жизни, да, в детстве у тебя успешные родители, семья, и ты в целом, для тебя футбол это не был лифт пробиться в богатую жизнь, будем откровенны, да? Да. У тебя все было хорошо. Все правильно. И в целом ты мог вырасти из такого спокойного парня, вообще какого-то мажора в Марбее, либо в Москве, либо в Монако, где угодно. Как ты заставил себя работать и верить? Потому что я уверен, что 99% на твоем месте других ребят, они просто плюнули бы, сказали, да у меня все нормально, у меня все есть возможность жить, тратить деньги, строить бизнес какой-то. Зачем мне все это надо? Когда ты берешь такие примеры, меня это прям отвращает, когда это слышу, знаешь. Прям. Но я хочу понять, как ты это сумел сделать. Меня просто по-другому чуть воспитали. Ага. И я никогда не хотел зависеть от кого-либо, честно говоря. Я всегда хотел очень свободным быть. И я безумно люблю футбол, как я тебе это раньше говорил. То есть я от него с детства в восторге в каком-то и до сих пор получаю от него нереальное удовольствие, тем более сейчас. Поэтому я всегда к нему тянулся, да, я не хотел терять эту связь с ним. Хотя в один момент она, правда, была потеряна. То есть я перестал получать удовольствие от него. Поэтому, да, это тяжело. Вообще в футбол пробивается единица. То есть по конечно. статистике там, по-моему, 1%. И я понимаю, почему там мама моя, возможно, не хотела или так предвзято смотрела на это все, потому что шансы реально маленькие. То есть могут быть травмы, психологические проблемы, не тот клуб и так далее и тому подобное. А ты допускаешь, что в футболе, где, к сожалению, очень много такой поверхностной информации, слухов и сплетен, просто это была проблема твоя, например, в России, что многие думали, что, понятно, там сверху спустили его, поэтому чему давать шанс, он-то спущен сверху. В этом была причина, как ты считаешь, в России? То, что я не состоялся в России? Да. Возможно. Мне кажется, откровенно, в этом было. То есть, мне кажется, опять-таки, в футболе очень много поверхностной информации. Да, несмотря на то, что все специалисты, все очень живут какими-то такими клише. Идеями. Да. И мне кажется, было ощущение, что, Хайкин, понятно, там, наверное, попросили за него, там позвонили тому-сему, взяли в команду, понятно, что он просто так, чтобы в команде побыл. Мне кажется, в этом причина. Возможно, одна из них тоже. И где-то я тоже был не готов. Где-то я, возможно, не выделялся лучше других, хотя я считаю, что я всегда был на каком-то хорошем уровне, да, то есть я считаю, что я не супер талантливый игрок. Не супер талантливый. Не супер талантливый, абсолютно. Я считаю, что у меня просто всегда было желание победить, сформироваться в футболе, прогрессировать. И где-то заиграть, знаешь, что-то у меня всегда было такое, знаешь, где-то стать основным, знаешь. И мне это удалось. И я рад, что я не опустил руки. То есть сейчас мы с тобой не сидели бы здесь, если бы там, я не знаю, 7 или 8 или 10 лет назад сказал, да ну его, то есть пойду-ка я. Меня все так, я бы не сказал, устраивает. Это такое колоссальное удовольствие получаю от всего, что у меня нет было времени даже подумать, потому что мы играем в 1/8 Лиги Чемпионов. Этот весь прошлый сезон и сезон до этого в Лиге Европы, это был такой кайф, что я, конечно, хотел бы попробовать себя еще на более высоком уровне, но я не знаю, куда уже больше, потому что мы и так играем на высоком уровне, понимаешь? Ну, смотри, тут пару клубов в Италии ищут вратаря. Ювентус страдает без вратаря, Интер ищет вратаря. Ну, я в курсе. Посмотрим, поживем, увидим. Но я счастлив, где я сейчас нахожусь. И мы играем, опять же, в мировой футбол. То есть это, правда, очень классный, качественный футбол. И уходить куда-то просто ради того, что это именитый клуб... Нет, подожди, если завтра тебе придет, летом, я имею в виду, придет тебе Ювентус или Интер, неважно, и скажет, все, Никит, там, 3-летний контракт, приходи к нам, первый номер. Ты что, будешь сомневаться? Будем разбираться. Надо смотреть. Надо смотреть, кто тренер, какой футбол они играют, то есть подходит ли он мне по стилистике, поедет ли моя жена туда, я думаю, поедет, хочет более теплое место. Есть много факторов, это не белое и черное, знаешь, это не все так однозначно. Черно-белое — это Ювентус. Ну, черно-белые торпеды тоже. А если будет многомиллионный контракт от «Зенита», хороший такой, жирный, и буду остаться, что ты выберешь? Именно вот сегодня мы говорим, да? Ну, летом, я не знаю.
Нет, я останусь. То есть тебя вообще не привлекает там «Зенит», например? Пока я туда вообще не рассматриваю. То есть пока я не готов вернуться. У меня все, я очень счастлив там, где я нахожусь. Смысл денежный, да, возможно, это большая часть футбола, но для меня главное сейчас это получать этот опыт, который у нас сейчас есть, прогрессировать на нем, использовать его дальше, чтобы становиться еще лучше. А возвращаться туда я пока... И вообще менять сейчас что-то, вот именно вот сейчас с тобой, как мы говорим, пока, наверное, не самый лучший тайминг. Я могу, например, представить, пока там, не знаю, с коэффициентом 10, что ты будешь играть на чемпионате мира сборной Норвегии. Ну, тренеры сборной Норвегии хотят меня там видеть, это не секрет. Но твои отношения со сборной России закончены? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Но я представляю Россию, мое спортивное гражданство российское на сегодняшний день. Я знаю. Да. И в Лиге чемпионов, и в чемпионате Норвегии. Ты российский вратарь. Именно. Так оно и есть. Ну, то есть, поэтому на сегодняшний день, конечно, я представляю Россию, а кого еще. Ну, просто я представляю, паспорт получаешь, у тебя вот ты сидишь такой, не знаю, медитируешь или после медитации, у тебя такой, знаешь, два варианта. Сборная России, сборная Норвегии. Как ты будешь решение принимать? Ну, надо сесть, взвешенно все обдумать. Я считаю, что до того момента еще нужно дожить. Я бы сказал так, это, возможно, хорошая проблема, да, когда тебя хотят тренеры и той, и другой сборной. И, опять же, я в хорошем контакте до сих пор с Виталием Витальевичем Кафановым, мы общаемся там практически там, сейчас уже еженедельно. Да, то есть, После каждого матча? Ну, практически, да. И со многими другими футбольными личностями российского футбола я тоже, то есть, на связи. То есть, так было и будет, и еще год назад, то есть и сейчас, то есть ничего не изменилось, связь не потеряна. Просто, опять же, нецелесообразно сейчас лететь. То есть, и, так, знаешь, когда отдыхать. И, опять же, большой респект тем, кто летает туда, ребята. Правда, молодцы. Им удобно, и им удобно встретиться с друзьями, с семьей. Супер. Для меня сейчас это не подходит в плане футбола, в плане ритма, в плане расписания, в плане перелетов и так далее и тому подобное. Но паспорт ты получаешь не из-за сборной Норвегии? Абсолютно нет. То есть ты получаешь просто норвежский паспорт? Да, именно так. Ну, то есть я же не знал, что 2 года назад Норвегия... На чемпионат мира выйдет? Да. Ага. Круто. У тебя будет 4-й твой паспорт? Ну, получается, да. Мы вчера обсуждали, какой ты мультикультурный. Но вот такой вопрос. Кем ты себя ощущаешь? Ну, я себя все равно ощущаю русским европейцем, который провел большую часть своего отрезка в Норвегии. Да. Меня много что связывает с Норвегией. Это мой дом, моя жена. Как ни крути, хоть она из Брянска, но все равно первый язык норвежский. Она хорошо говорит. Ну, это первый язык. То есть даже вот когда встретились, первый. Да, вот Аня все равно, вот русский, она стеснялась с ним говорить, но хороший учитель. Ну, то есть ты себя ощущаешь больше по культуре русским? Потому что Смолов недавно говорил про тебя, я процитирую, он сказал, что с тобой Россия не успела породниться, потому что ты в целом не много был, да, в сборной, почти не играл вообще в сборной, и как-то нет восприятия тебя как русского вратаря. Ну, смотри, я, между прочим, прошел молодежные юношеские сборные. Возможно, он забыл про это. Возможно. Возможно, да. Но, тем не менее, это правда. У меня на один последний официальный сбор я был вызван. И у каждого есть свое мнение, да, то есть я не буду никого переубеждать. Я знаю, что я представляю Россию в турнире Лиги чемпионов, в норвежской суперлиге, в кубке и так далее и тому подобное. И моя национальность FIFA Россия. У тебя есть поддержка из России? После каждого матча тебе пишут, поддерживают? Что тебе вообще, как этот контакт происходит с Россией? Да, безусловно. Я очень благодарен тем людям, которые следят за мной, радуются, потому что нас немного на такой стадии. И всегда приятно. Я вообще люблю по-русски разговаривать. Ты знаешь, я добавлю к этому. Очень много людей из моего окружения, ну, с кем встречаешься, они стали болеть за вашу команду. Потому что ты там играешь.
И внимание колоссальное. Вот, болельщики, там локомотивские ребята, которые есть. Все время как там сыграли, как. И смотрят же матчи ваши. Но еще один момент. Это ваша команда, она, знаешь, как-то притягивает зрительский интерес. Она интересно играет, она играет сильно. Тьфу-тьфу, не сглазить, сыграйте. А ты хотел бы сыграть в чемпионате мира в Америке? Ну, конечно, я хотел бы сыграть в общем и в целом на чемпионате мира, но... Я говорю про Америку. Да, конечно, хотел бы. Ну, Нобель, ну кто не... Это бывает раз в жизни у игрока, у человека, у спортсмена. Сыграть раз в жизни и попробовать на самом высоком уровне выиграть золотой кубок. Попробовать хотя бы. А может быть получится, а может не получится. Вот я один раз был помощником Павла Саделя, но у меня по сей день осталось, что я был на чемпионате мира. Хоть мы не выиграли ничего, но мы были. Мы эту атмосферу видели. А он, тем более действующий молодой парень. Конечно. Я узнал о получении гражданства в четверг вечером, и были двойные чувства и радости, и недоумения, что теперь с этим делать. Безусловно, я был очень рад, и моя жена Таня была рядом со мной. По поводу чемпионата мира, я знаю, что они хотели бы меня там видеть. С главным тренером сборной мы еще не общались. Я надеюсь, это состоится в скором будущем. Как только это случится, я сообщу. Я знаю, что тренер по вратарям хотел бы со мной встретиться лично и познакомиться. Это очень важно. Я только приветствую такое решение. Предстоящая игра у Норвегии в мае против Швеции, товарищеская. И да, самое главное сейчас следить за формой и выступать в каждом матче на 100%. Никита, я хочу вернуться к воспитанию. Мне кажется, была очень важная мысль, и я знаю, что это тут такая важная тема. И хочу спросить, какой был главный совет от мамы? Потому что я помню наш разговор и твое очень внимательное отношение, да, к истории своей мамы. Вот какой был главный совет? Не бояться, наверное. Идти до конца. Она всегда говорила, что ты настоящий. И часто я вспоминаю, особенно перед играми, что ей, конечно, к сожалению, не удалось наблюдать вживую, чего мы достигли, но я знаю, что она где-то рядом. То есть у меня всегда это в голове, что у нее какая-то энергия присутствует, да, то есть поэтому да, очень скучаю по ней. Но был сильный удар по мне тогда, 20-й год. Да, было прям очень тяжело, но да, к сожалению, жизнь такова, что не все мы можем контролировать, и есть вещи гораздо выше футбола, и да. Я правильно понимаю, что ты был с ней ближе, чем с отцом? Хороший вопрос. Наверное, физически, наверное, да, потому что каждый раз, когда у меня были какие-то выходные или отпуска, я пытался лететь к маме, навещать ее. Ну, опять же, тоже из-за болезни, из-за того, что мне нравилось проводить с ней время. Но также я о цене не забывал, то есть мы всегда поддерживали связь. Хотя у нас были и тяжелые периоды, опять же, да, то есть как у отца с сыном. Но мы находим точки соприкосновения и компромиссы, пытаемся, стараемся. Поэтому, да, такие интересные отношения. И я правильно понимаю, что у тебя такая дистанция была, сейчас уже ее меньше? С папой? В каком плане дистанция? Ну, в отношениях. Ну, да, у нас были разные отношения, особенно когда мама не стала. Все были шокированы. И, конечно, это тяжело было пережить, и мы такие два достаточно эмоциональных человека, то есть, особенно когда касается мамы, и да, мы не общались какое-то время, и, кстати,
Юрий Павлович нас, можно сказать, ну, не помирил, но примерно позвонил мне и сказал набрать ему. Такой инсайт. Ничего себе, Юрий Павлович. Но это Вы было, да. как дипломат поступили еще? Расскажите, Юрий Павлович. Я уже забыл. Никита знает. Как это было? Никита знает. Не, слушай, Нобель, у них замечательная семья. Они каждый по-своему сильный человек. А когда сильный есть, дух есть, характер есть, конечно, какие-то противоречия бывают. Вот, наверное, так и было. Я помню, что Юрий Павлович набрал, сказал, что набери отцу. Но я не сразу набрал, естественно. Но через какое-то определенное время мы с ним встретились, и, ну, поговорили. Юрий Павлович, сейчас буду звать фамилии тренеров, и вы говорите, когда тренер будет сильнее вас. Если не сильнее, молчите, хорошо? Ну, сейчас все сильнее. Нет, я буду называть Неправда. разных тренеров, а вы, если не сильнее вас, молчите. Галактионов, Рангник, Талалаев, Личко, Карпин, Черчесов, Мусаев, Слуцкий, Газаев. Газаев рядом. Рядом. Хорошо. Спалетти, Рядом. Романцев, Выше. выше. Олег Иванович больше завоевал Хорошо. титулов. Ну, ради эксперимента еще две назову фамилии. Кнутсен. Кнутсон на сегодняшний момент для меня номер один вообще. То есть тоже тренер. Выше. Но приблизительно такое же начало и в «Локомотиве» было. Мы же из первой лиги. Они чуть не вылетели, он пришел. Он 7 лет, а я сколько там? Лет 20 был. да, это По-разному. правда. И каждый раз что-нибудь выигрывал. Еще одна фамилия. Алекс Фергюсон. Но Фергюсон надо всеми возвышается. Скажите, а вы вообще еще планируете тренировать? Просто официально вы нигде не говорили, что вы закончили, либо там предложение рассматриваете. Какой у вас статус? Нобель, ответить на этот вопрос очень сложно. Знаешь, немножко нет того азарта, который был раньше. Вот если бы после того, как ушел из «Локомотива», сразу, например, на следующий год там, и прошло меньше времени, наверное, можно было и по сей день работать. Ага. Но так как большой период прошел, немножко, знаешь, эти эмоции ушли. Хотя, потому что много смотрю футбол, Я вижу. идей много, интересных таких решений тоже много. Что-то по-другому бы, например, сделал, но нет азарта. Вот сейчас уже успокоился, как бы. Игорь Павлович, ну тогда вопрос такой. Вы сказали, вы не любите большие мероприятия, но ваша карьера – это что-то уникальное. Ну, вообще для российского футбола, для российского болельщика. Нужны какие-то пышный прощальный матч, нет? Ну, сам не буду организовать. Может, устроим? Если хорошо устроите, ну, может быть. А так сам не хочу. Не хотите? Не. Предложи, подумаем. Ну, я вот предлагаю. Хорошо, Ну, посмотрим. подумаем. Посмотрим, Давайте мы подумаем, что не организуем. Никит, ты сейчас счастлив? Да, очень счастлив. Очень счастлив. Тем, что происходит, тем, где я нахожусь, с кем я нахожусь. И я надеюсь, дальше больше, дальше только лучше. Хорошо, тогда о чем ты сейчас мечтаешь? Мечтаю о семье. Мечтаю... Тогда я тебе говорил о Лиге Чемпионов, по-моему. Да. Сейчас она уже случилась. Ты меня выводишь на один ответ, который я не хочу давать. Но, наверное... Что же за ответ? В следующий раз узнаем его, возможно. О чемпионате мира? Ну, интернациональном, да, возможно, в каком-то турнире было бы классно, конечно, попробовать. И последнее, наверное, все. Слушай, что еще для счастья надо? Семья, дом, работа. Хорошие люди вокруг, погода. Спасибо, Никит. Спасибо, удачи тебе. Спасибо.
Я хотел, в первую очередь, поблагодарить вас за все, что сделали для меня, и что приехали в Марбелью, и что мы здесь занимаемся хорошим делом. И хотел бы пригласить вас на наш футбол во вторник в Лиссабоне. Можете взять еще двух. Я знаю, что внука берете, и можно еще одного человека взять с собой, но... Мне некого брать. Тогда он здесь остается. А я, Юрий Павлович, а я? Ну ты самостоятельно едешь, нет? Не, его без футбола нельзя оставлять. Он футбол любит так как жену свою. Мощно, сильно. Да, до встречи. Давай, до встречи и удачи. Спасибо, Удачи. спасибо. А там- Увидимся в Португалии.